Даете ли вы право на публикацию нашего разговора? Да, Как вас зовут? Максим. Имя, фамилия, отчество? Ансупов Максим Сергеевич. Ансупов. Да. Правильно? Число, год, месяц рождения. 9.11.97. Где родились? Город Орел, Ленинский район. Фактическое место проживания? Город Орел. Город Орел. А улица, дом? Естина 7, квартира 9. Еще? Естина 7, квартира 9. Если можно, внять не громче чуть-чуть. Квартира 9. Хорошо. Семья у вас сколько человек? Есть брат, сестра? Брат родной. Брат родной. Брат родной, мама, папа, да? Да. Хорошо. А где вы учились? Город Новосиль, Орловская область, город Новосиль. Это школа. Да, там одна школа. Кто классный руководитель был у вас себе? Учитель? Сначала Клименко Алла Петровна, а потом Демеевна Людмила Васильевна. Несколько одноклассников можете назвать? Любых? Да. Ноготков Юрий Георгиевич. Вот. Потом Катальников Павел. Не знаю, отчество. Хорошо. А дальше, после этого, где вы учились? Техникум, тоже Новосильский. Как звали там преподавателя? Кто отвечал за ваш класс? Уже не помню. Имя, отчество не помните? А пару однокурсников? Я дозвонился вашему брату. Алло. 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 Да. Узнал? Да. Привет, брат. Конечно, узнал. Привет, Максим. Как дела? Да у меня-то нормально. У тебя-то как? Знаешь, что творится? Что происходит? Ну, конечно, знаю, конечно, вижу, смотрю. Как с родителями? Знаю абсолютно, Максим. Как с родителями дела? Ну, как родители. Ты как думаешь, как родители? Отец еще ничего, а мать, наверное, лет 30 в жизни вычеркнула. Не понял. Ну, я жив, здоров, без ранений. Но ты целый, да? Да. Ну, слава богу. Уже хорошо. Ну, что-то спрашивать, все равно ничего не расскажешь, я это все понимаю. Там ты по камере, по записи не сидишь. Ладно, что целый, здоров, жив. Младшего береги. Да, ну, это еще он не беременный. Хорошо, да. Что вы можете сказать? Видео вот здесь, вот если что, сможем посмотреть, скажи. Ну, что рассказать, я даже не знаю, что рассказать. Ну, Смотри. все нормально, все в порядке. Смотри ситуацию, смотри, там получается через Красный Крест. Вот. Смотри, как бы там обмен, не обмен. Вот. Ну и так по новостям, как что там вообще в России. Ну, а что, Максим, по телевизору, сам знаешь, правду не скажут. Вот. Телевидение — это самый первый грехунок. Ты еще на громкой. Вот. Интернет тоже. А? На громкой. Да я знаю, я понимаю, что ты на громкой там сидишь, и под записью ты сидишь, и под видеокамерами ты сидишь, это все прекрасно И понимаю. с журналистами рядом, и это не секрет ни для кого. Да, это как бы не секрет, это все понятно, поэтому что-то спрашивать. Ты в часть звонил? Слышал, Ты- что живой. Ты в часть звонил? Максим, мы подняли на уши всех, кого можно. Не то, что в часть надо по несколько раз до сих пор звонить. Что там говорят? Ну ты что, ждите. Обмен, не обмен и так далее. Мы живы? Скажут. Живы? В частях. Как мы там числимся? Не помню. Как мы там числимся? О, бум-бум-бум-бум-бум, Макс. Изначально говорили, что это фейк. Вот. Ну, а потом вроде поверили, то, что да, действительно в плену. Да не, там дело не в том, что поверили, там статус вам должны присвоить. Пленный или не пленный? Пропадаешь, не понял. Статус Вот. какой? Я пленный? Кто я? Или без вести пропавший? Да, пленный. Пленный. А ты сразу там списком был пленных, получается, там, в первый день после того, как вас захватили, вот, и там через несколько дней сразу, в принципе,
подписках появился и на 1 марта. YouTube, и везде Facebook. Ну вот, первого, нет, второго я увидел. Ну, я 1 марта. Первого уже был, но и... А? 1 марта. 1 марта ты в плен попал? Да. Ну, на ютубе 2 уже был. 1 марта в обеде у меня была уже ваша фотография. У меня лично была ваша фотография, 11 человек. Ну, отделение. Вот, Отделение наше. Ну, наверное, я не знаю, отделение или что-то, может, да. Вот. Ну окей, хорошо. Если можно, вот Получается, наверное, вопрос я вот так этот вот, понимаю. 3-й, 4-й, да, и Ага. по 5 минут просто. Это если давать 1. Ну, если можно, вот спросить Лёг. вот это и вот это. Армия России вторгалась в Украину. Как ты думаешь? А что тут думать-то? Я думаю, там все понятно. Тут думать не надо. Ответ. Оно и сейчас там находится. Ну, естественно, да. Кто виноват в происходящем в Украине? О, это я не политик, это я не могу сказать, кто там виноват. Ну, то есть армия вторглась российская, а кто виноват в том, что происходит, непонятно. Ну ладно. Не понял, армия российская, дальше не понял. Здравствуйте, меня Владимир зовут, я журналист, ну просто я пытаюсь вашу логику понять. То, что армия российская вторглась в Украину, это для вас не секрет, и то, что она здесь находится, а кто виноват в том, что здесь происходит, это как бы вы политикой не интересуетесь, вот как-то. Ну то есть, если российская армия вторглась, то... Интересуюсь. Ну, я понял, но если российская армия вторглась, я понял, если российская армия вторглась в Украину, в суверенное государство вторглась армия другого государства, то, наверное же, правительство этого государства, армия которого вторглась, и виновна в том, что происходит, или нет? Нет, я не оправдываю никого не защищаю. Я сказал то, что сказал. Окей, прощайте. Я понять Скажите, не где могу. он может вас Я посмотреть? Да, если уже это смотрю. интересно? Лех, смотри, Я понимаю, короче. что Лех, армия Ростау. смотри меня, короче, в Да. телеграм-канале и ищи своих. Понял? На Первом канале. Нет, в телеграм-канале. Да что, Скоро по будет уже Телеграм-каналу? такой. В Телеграм-канале? Да. Ага. А когда выйдет завтра? Завтра. Вообще, смотри там. Я Короче, думаю, я жив-здоров, без ранений, нахожусь в плену. Угу. Все, давай, пока. Все, я понял. Все, держись, брат. Давай, Все, давай, обнимается. давай. У нас, к сожалению, просто нет времени на вот эти все разглагольствования, да. Окей, мы на чем остановились? На техникуме, на ваших близких этих на одногруппниках ваших. Да. Можете назвать несколько имен? Одногруппник? Да. Сорокин. Фамилия, так. Кто у меня еще одногруппники? На 2-3 фамилии назовите просто и все. Сейчас, из головы все вылетело. Сорокин, потом Директор. Лазарев Никита, потом Дима Угаров. Окей, вы ощущаете какую-то свою вину за то, что происходит вот в Украине сейчас, вообще свою вину за то, что вы сюда вот Ну, естественно, мы, получается, вторглись на территорию границы, тем более с оружием. Как вы одним словом можете назвать то, что вы видели на видео? Это фашизм. Не знаю, истребление нации полное. Да. Геноцид есть. Ну, подходящий. фашизм, истребление нации, да, это и есть геноцид. То есть, ну, лично вы как бы раскаиваетесь, да, в том, что произошло, я так понимаю, правильно? Потому что просто нет долго времени. И мы не совсем не спросили, как именно вы попали в Украину. и Да, как вы именно попали в контрактник, плен. потому что вы ефрейтор, да? Да. Когда вы подписали контракт? 13 декабря 21 года. 13-го, ну то есть год вы уже. Нет. 3,5 месяца. 3,5 месяца, а до этого вы были срочником были? Ну, в 16 году. Побыли срочником, дембельнулись, погуляли и пошли на Ну, контракт. можно сказать и так. Хорошо. Ефрейтора вам когда дали? Его в полях на учении. Уже здесь, Когда когда были. нас и отправляли, да, изначально на учения, а потом, естественно, сюда на границу согласились. Ну, и вы когда пересекали вот границу с Украиной, о чем вы думали? Да ничего, просто закинули в машину и сказали не влазить.
Мгм. И что дальше произошло? В принципе, это было ночью. Да. Вот. Когда, получается, рассвело, мы вышли. Вот. Мы уже оказались здесь. Мы это, естественно, поняли, потому что, ну, украинский флаг. Вот, Так а какого язык. числа вы пересекали границу? 24-го где-то примерно уже часов 9. Так, и вот уже 24-го вы увидели флаг. Может быть, Что, даже 9 25-го вечера? уже Нет, получилось. 9 дня. Ну, Два- утра, можно сказать, утро. 24 числа. В 9 Да. утра, да. Ну, где-то примерно так. Да. Да, и 25 числа вы, получается, вы увидели украинский флаг или 24-го? 24-го. Да и в 24-м мы ее Да, увидели, по сути. дальше. Ну, а что дальше? Кто нам ничего не говорит? Не, что вы видели? Не то, что кто-то говорит, а что вы видели? Деревня, Что проезжающие вы- села, деревня. Шли маршем. Команд, целей, задач не было. Идти за впереди идущей машиной. Вы людей видели каких-то? Кто-то выходил, что-то делал, что-то говорил? Да, махали нам. Махали вам. Махали вам уходите или махали вам здравствуйте, мы вас ждали? Или Но как? я даже не знаю, как на это ответить. Ну, махали просто. Ну, по крайней мере, не убегали на дорогу, не останавливали. Не выбегали на дорогу. А с какой области вы зашли? Ага, с Белграда. С Белгорода вы зашли. Это тоже Черниговская, получается, да? Нет. Нет? Это- Это Сумы. Да. Да, Сумская, получается. область. Сумская область. да. Колонна сколько было машин? Не могу вам сказать, очень много. Ну, много, 50. Ну, батальон 100. вообще, получается, да, батальон был задействован, это точно. Тактический, да? Ну да. А людей, получается, было тоже человек Ну, 300-400. Тысячи. 1000 человек. Ну там плюс-минус, да. Колонна попала под обстрел. Нет. Двигались колонной. И машины были не заправлены, кто-то отставал, кто-то ломался. Мы продолжали двигаться в колонне. Мгм. А этих бросали на дороге, да? Не могу сказать. Я не знаю, Ну, что что с дальше ними случилось с колонной? было. Ну, то есть вы ехали, вам махали всю дорогу, да, так больше ничего не можете сказать. да? Солярка закончилась, мы остановились. Потом к ночи мы нашли, получается, дошли до своей колонны, где она базировалась. Вы На- бросили на ночь. машину и пошли пешком? Нет, мы дождались, получается, заправщика, заправились и доехали до своей колонны. Угу. Дальше. Это было все 24 число еще. Да. Вы с колонной переночевали. Да. И дальше что? Ну, потом нас командиры распределили, получается, из большой колонны разбили колонны более меньше и отправили по неизвестному маршруту. Какая стала колонна, сколько машин? Не могу вам сказать, много было. Я их не считал. Хорошо, дальше. Расскажите историю, чтобы я не спрашивал дальше. Дальше. Ну, да. Это не допрос. Расскажите. Ну, в принципе, если не хотите говорить, вы можете сказать, хлопцы, я с вами говорить не хочу, я пошел. Нет, Дайте ничего не сигарету. говорю. Ну как, а? После этого нам знали командиры, офицеры, куда мы едем. До нас не доводилось. После этого нам поставили задачу занять позиции возле какого-то города для прикрытия дороги. Вот. Мы там базировались около, получается, до вечера. Утром мы выехали, до вечера мы там базировались. Вот. После этого нас забрали. Вот. Мы встали опять в общую колонну. И после этого, мы не попадали ни под огонь, ни под обстрел. Вот. Ну, до этого. И после этого мы поехали маршем в какой-то город. Вот. Но нам не доводилось, куда мы едем, знали офицеры. Мы говорили просто впереди идущей машины следуйте. Вот. После чего у нас заглохла БРМ, боевая разведывательная машина. Вот. И нас хотели завести, вот, но машина отказалась заводиться. То есть там, не знаю, что-то было с ней, неполадки. Вот. Колонна проехала, грубо говоря, бросили, как и было с другими. Мимо вас проехали, вы остались около заглушенной Ну машины. да, там начался бой, то есть что-то с ракеты прилетело, все испугались, улетели. Ну, уехали дальше. БК у вас какой был? Боекомплект, Да. Личного состава группы. ПКМ, СВД. Ну, вот. Стандартный разведыватель. Да, АК-74, ТВОшные. В принципе, гранаты F1, РГД. Патронов сколько было? Ну, там, получается, выделялись 0,1 БК и 0,2 БК. То есть патронов было очень много. Дальше начался бой, прилетело.
Ну, они уехали, мы, получается, сделали вид, то, что мы ушли в другую сторону. Вот. Ну, показали, разбросали вещи и сделали вид, что мы ушли в одну сторону, вправо. Сами ушли, короче, влево местность, в лесополосу. Вот. Взяли с собой боекомплект, еду, ну, провизию, вот, и Орион, навигацию. Вот. Дождались ночи, за нами, скорее всего, приезжали, но не факт. Ну, там что-то кто-то приезжал, кричал, вот. Ну, выходить было опасно. Вот. Я с командиром выходил, смотрели на разведку, что там, как происходит. Вот. Потому что ситуация была напряжена, могли бы и свои положить нас же. Как это и уже и было. Ну, ранее. Ну и все, и после этого командир принял решение двигаться в сторону границы. Потому что у нас не было ни задач, ни указаний, ни целей, ни маршрута. Да, и пошли в границу. Да, по Ориону. Ну, где-то мы суток трое-четверо двигались. После чего... Еды у вас было достаточно? Нет, мы, грубо говоря, на один раз покушать и все. Ну, а где вы брали еду? Ну, в том-то и дело, мы нигде ее не брали. Ну, вы же должны кушать. Ну, должны. Ты же понимаешь, что у меня следующий вопрос. Будет, Потому что это мы вы не кушали. 3 дня? Ну, получается так. Ну, я не верю. Ну, воду топили. Кушали. Не, ну так кушали. вы же по селам идете, по сути. Да. Мы села обходили, чтобы не попасть. Хорошо, что дальше? А оружие вы со своим боекомплектом шли? Да, получается? да. То есть мы избегали вообще У тебя стычек. какое оружие было? 74 АК. И сколько Того. магазинов? 6. Броник, каска. Брони, каска, 3 Да. гранаты. Понятно. Дальше. После чего мы шли к реке, вот, чтобы дойти до границы. По реке уже выйти. Там мы уже от реки где-то до границы оставалось километров, наверное, 30, ну, 40. Где-то, наверное, так. Ну, я не знаю, командир был Орион, навигационной системы. Вот. И потом, получается, мы столкнулись с местным населением. Вот. Как понять Столкнулись, это бой или как? Нет, сначала мы в дружелюбной ситуации, то есть поздоровались, пообщались, то есть они нам предложили вот, там, сдаться, вот, и командир принял решение, типа, нет. То есть, А где это столкновение Я с не местным знаю. населением произошло? я не знаю, В какой местности визуально? ну, скорее всего, где этот, не Чернигов, а... Да не, я Ахтырка. имею в виду, это, Село. это, Под Ахтыркой где-то там, я не знаю. это лес, речка, А, село, что это? Лес. Лес. В лесу находилась небольшая деревня. Мгм. Ну, поселок. Вы пришли, там обычные мирные люди. Да, да, да. Но вы же говорите, что вы же говорите, что вы их На пытались на четвертый день, когда уже кушать очень сильно захотелось. все-таки вы пришли в село Да, для того, чтобы да, попросить да. покушать. Ну, да, С ну, оружием. получается так. С Да. оружием покушать попросить. Нет, 11 штук вообще? было? вышел офицер и сержант. Вот они пошли. Мы уходили, ну, оставались. Сколько у вас группа человек было? 7. 7 человек. Ну, пошли они в село. Двое пошли, мы стояли в укрытиях. Мгм. А двое с оружием пошли в село? Да я уже не помню. Мгм. После чего они сказали, подходите, с местным населением пообщались. Ну, А вы с разошлись. оружием подошли уже к Да. местному? Ну и Что местное, он- и местное население было с оружием. С каким оружием? Ну, АК у них были 47-е. Мгм. Это бендеровцы? Я не знаю. Кто это? Они не Я не представляют? знаю. Националисты? Я не знаю. А на кого похожи были? Обычные местные жители. С автоматами. Ну, как, ну, Хорошо. Ну, а что- свастики я- у них хоть были шо- написаны? Нет, нет, Ничего ну, не обычные, было. вот как вы сейчас одеты, так Обычные. вот они были одеты. Что вам местное население рассказывало? Не, подожди, мне просто все-таки интересно в этой ситуации. А кто в этой ситуации выступал в роли агрессора? Никто не агрессировал. На мирной То ноте есть все вы общались. до сих пор вы до сих пор считаете, что ходить по мирным селам в Украине с оружием это не А, ну, агрессивное действие, да? естественно, да, с нашей стороны было вообще то, что мы с оружием. Не, я просто, я не то, что... Оружие мы не могли оставить. Оружие это был наш единственный шанс, можно сказать, выжить. Мы не хотели его применять, но это был единственный шанс выжить. Хорошо. Единственный шанс выжить и сейчас, и тогда, и сейчас у ваших военных это просто оставить оружие и выйти с поднятыми руками. Вот это единственный шанс выжить.
А ходить с оружием это не шанс выжить. А чем Ходить с оружием это шанс получить разряд в голову. Вот что это такое. О чем был разговор с местным населением? На сдаче в плен. Они вам предлагали. Да. Вы сказали, Мы не будем сначала сдаваться. Мы как бы знаем маршрут, мы двигаемся просто в сторону границы. и дальше. Все, мы разошлись. После чего, все, попрощались, они на доброй ноте. Вам дали еды? Воды дали. Вот. Еды я не знаю, я с местным Никто не жителем стрелял, разговаривал. стрельбы нет. Нет, нет. Вы ушли, вам дали воды. Да, да. Да, дальше. Вот. После этого мы были все уставшие, вот. Естественно, без костров, без еды, без воды. Вот. Мы, получается, двигались, чтобы не попасться по лесу. Мгм. Вот. И, как оказалось, нас преследовали все это время. И что было? Бой был? Нет. Нас просто окружили, человек 50-60 с оружием. И дальше? Что, командир сказал сдаться и все. Вы положили оружие? Ну, командира ранили дробью в лицо. Мгм. Вот. После То есть все те люди, которые вам махали на въезде, они оказались не так уж вам рады, да? Нет, ну это уже, получается так, да. Ну, дробью это же, понимаешь, не автомат, это значит было местное. Вас окружили в форме люди или местные? Это место. Местные. Вы Там понимаете, что в местное Украине было вам оружие, вообще не и надо? как. Что? Ну там местное было оружие, никакое у нас. Там, То есть вы понимаете, на кого вы напали? да мы не нападали, у нас выбора не было. Стоп. Не как стоп. Кто? Вы напали или не напали? Давайте. Ну как вам сказать, мы... Армия Российской Федерации Армия напала? напала, да. Вы часть армии Российской Ну Федерации? да, Еще раз, вы напали? получается так. Ну, вы просто вроде как идете по правильной логической цепочке и все время отскакиваете куда-то в сторону. Мы не напали. Вы Нет, напали? конкретно наши... Ну, конкретно ваше. Это Конкретно, если бы я пришел к вам в село с оружием и ходил бы там бы, то получается я бы напал бы тоже. Просто мы этого делать не хотели. И вы понимаете, что все население Украины, ну там как все, ну пусть 80%, 90%, готово взять оружие и просто стрелять таких, как вы. Это это мы сейчас сделаем просто для того, чтобы ваши же смотрели и понимали, вот ваша история, вот вы ее рассказываете столько, сколько вы ее рассказываете. Ну, естественно, Да. нам просто повезло, то, что мы еще живы. Вы разведчики. Да. И вас окружило местное гражданское население, и с гладкоствольного Потому что охотничьего оружия вас, Нет, там, как вам объяснить? ну дробь, И это сумели поразить Там дробь, командира там- дробью там в лицо, дробь а была. остальных оставить живых. Там по-другому было. А как было? Получается, Нет. мы шли, мы передвигались, получается, по лесополосе, вот. Естественно, не заходя никуда. Вот. Но получилось так, то, что нам Орион вел нас, а там деревни, и считай бы, прям Ну, вы зашли в деревню. каждые полкилометра какая-то деревня. Ну, да. понятно. Да. И по нам уже, грубо говоря, нас искали. Вот именно Ну, нас понятно. искали. Нет, так тут же не о том речь. Тут речь о том, что вас мирное население взяло в кольцо, шмальнуло в голову вашему командиру, остальных оставили в живых, умышленно взяли в плен. Не, командир жив. жив. Кто? Командир жив, но он мог бы быть не жив, тут Да. уж как повезло. Да. Имеется в виду, что не взяли, не всех не расстреляли. Вот что имеется в виду. Ну окей, все, наверное, достаточно, да? Ну, дальше, я так понимаю, вас передали уже. Ну, дальше все известно. Ну, дальше, Да, да. Люди, которых сейчас отправляют в Украину из России, что бы вы им хотели передать? Но у них, во всяком случае, есть сейчас выбор. И они знают, что здесь происходит. Наша волна не знала, что здесь происходит. У нас не было ни цели, ни задачи. Просто отправили на учение, и с учений, получается, Ну, что бы вы им закинули посоветовали? сюда. Это я понял, что бы вы им посоветовали. Заканчивать это братоубийственную войну. Давайте без братоубийственных, потому что мы уже никаких братьев не убиваем. Мы убиваем фашистов, которые идут к нам. Что не надо нам таких По крайней братьев. мере, мира населения. Не, я не это имею в виду. Конкретно, Я понял. вот человек идет вашего возраста, да? Не идти сюда. Не идти. Зачем? Не идти. Что делать? Бежать в санчасть ложиться, ногу себе ломать, что ему делать? Выбирать все, какие придут в голову идеи и мысли, чтобы вообще не попасть сюда. Понял, спасибо.